Всем привет! Вы на канале Best Archive Discovery. Сегодня мы затроим одну из игр, которая по факту должна была быть номерной в серии игр от Астерикса и Обеликса, но не смогла ею стать. Астерикс на Олимпийских играх. Начнем. Астерикс на Олимпийских играх — это неофициальная третья часть серии игр XXL в жанре beat'em up плюс спортивный симулятор, вышедшая под изданием Atari в 2007 году. Данная игра является альтернативной версией событий фильма с одноименным названием «Астерикс на Олимпийских играх». В свою очередь, сюжет фильма был частично взят от мотива комикса, носящего идентичное название. Астерикс на Олимпийских играх использует те же модели, что и Астерикс и Обеликс XXL вторая часть, даже немного улучшенные по сравнению с предыдущей частью. Фанаты давно называют ее третьей частью XXL. Игра вышла на всевозможные платформы. Она была портирована на PlayStation 2, Nintendo DS, Nintendo Wii, Xbox 360 и ПК. Версия для Nintendo DS разительно отличается от всех остальных версий. К сожалению, эту игру невозможно купить в Steam или других сервисах. Поэтому либо репаки, либо оригинальные лицензионные диски. Собственно, к самой игре. Сюжет, история начинается с того, что Лавсторикс не смог принять участие в Олимпийских играх, а ему это нужно было только для того, чтобы завоевать руки принцессы Ирины. Астерикс и Обеликс в это время в лесу охотились на вепрей. После славной охоты, когда возвращались домой, они встретились с непонятным римлянином, который выглядел как человек из нашей вселенной. По возвращению домой Астерикс и Обеликс обнаружат, что их друид Гитафикс стал плоским, как бумага. И тут в дело вступает Сэм Шифер из игры Splinter Cell. Нет, если вы играли в серию XXL, то вам должно быть это известно. Кстати, оригинальное имя у него Витриоликс появляется в комиксе «Астерикс и легионеры» 1967 года. Он объясняет галам, что Брут готовит переворот и восстание против Цезаря. В этом ему помогает доктор Мабус, гнусный злой волшебник. С помощью ключа Брут потихоньку собирает за спиной у Цезаря целую армию римлян из разных вселенных. Поэтому 4 галлов и Сэм Фишер, как их информатор, отправляются в Грецию, в сердце цивилизации, чтобы помешать планам Брута осуществиться, а также позволить Лавсториксу выиграть Олимпийские игры ради своей любимой. Геймплей. В отличие от предыдущих серий игр, у этой есть возможность играть вдвоем, то есть в кооперативе. Это отлично реализовано на версии для PlayStation, потому что если играть на компьютере, то вам нужно в первую очередь сменить практически все кнопки действий для двух игроков. Лучше всего играть в таком случае на PlayStation или на геймпадах. А для тех, кому и компа нормально, продолжаем. Игра по жанрам является классикой для серии игр про Астерикса и Обеликса. Приключения, аркада и бит'ем-ап. Бить римлян вам придется чуть ли не постоянно, а также лазить по стенам и обходить препятствия в виде сгустка темной энергии, который при случайном контакте отъест вам четверть щита, или же одну жизнь. Да, по умолчанию у игрока есть 3 щита, или 12 жизней, которые можно увеличить, забирая в фиксированных местах четверть щита. Всего в игре 12 таких кусков. Общее количество жизней 24. Последнее откроется только тогда, когда вы освободите всех голубей. Голуби вплетены в сюжет. Брут заставил запереть всех голубей в клетке, дабы никто не получил приглашение на Олимпийские игры. Вы обязаны уничтожить 10 клеток, иначе вы не пройдете игру дальше. А там уже по желанию. К голубям вернемся позже. В принципе, игра позволяет нормально игру пройти и с 23 частями щита. А для хардкорных геймеров, сразу скажу, не знаю, сколько щитов можно пропустить. По идее, вы можете не собирать щиты, но по моей памяти 1 или 2 вы все равно заберете. Если у вас есть терпение разрушать предметы и копить шлемы, то вы можете купить новые приемы для вашего персонажа. Но данная опция доступна только после того, как вы победите первые 3 мини-игры. Это облегчит продолжение и добавит вариативность в ваш стиль прохождения. Сразу скажу, что для меня самые бесполезные приобретения — это парирование и шлепок. Парирование невозможно применить, когда тебя окружает большое количество римлян. А шлепок — это когда ты как молния двигаешься, а затем в конце совершаешь шлепок, тем самым оглушая римляна. Не знаю, может полезный игровой прием, однако для меня он ни к чему. В игре нельзя стоять на месте, нужно грамотно и точно выполнять свои действия. Тупо спамить одну кнопку со скоростью света лучше не стоит, вы умрете слишком быстро. В игре есть как чекпоинты, так и специальные места для сохранений. В игре можно сохраняться бесчетное количество раз, однако не стоит забывать, что слотов сохранения у вас только 5.
Очень сложно, практически нереально словить софтлок, если вы не спидранер. Помимо этого, вы должны по сюжету пройти спортивные мини-игры, чтобы открыть доступ для дальнейшего прохождения. Предупреждаю, вы можете пройти каждую мини-игру как и с первого раза, так и на 10-й раз и не приблизиться к финальному результату. Как раз таки здесь можно спамить кнопками, но вам придется сохранять тайминги, иначе вы не пройдете. Рекомендую проходить все мини-игры сразу, как они будут доступны, чтобы не терять времени. Но если вам нужно видеть все сцены, не проходите последние 2 этапа до тех пор, пока не дойдете до финишной прямой. Также есть 2 локации в игре, где вы можете застрять конкретно и надолго. Это логово доктора Мабуса и руины поместья Брута. Что в них особенного? То, что вы должны следить за тем, чтобы не упасть в яму. В этих локациях тайминги очень сильно зависят от того, свалитесь ли вы в пропасть или нет. Особенно усложнено это в логове. У вас недостаточно времени, чтобы обдумывать действия, так как ваша магнезия быстро улетучивается. К тому же, при передвижении вы можете наткнуться на лезвие, что автоматически отбросит вас на контрольную точку. Также есть сломанные перила, на которых долго нельзя оставаться, ибо вы упадете. Ну и последняя сложность. Двигающаяся платформа, где нужно соблюдать тайминг, иначе ваша магнезия закончится слишком быстро. Но также вы можете запутаться в управлении и вместо спуститься на перила вниз, вы спрыгнете. Поэтому логово доктора Мабуса – самая сложная локация для прохождения. Вторая уже намного легче, у вас полный счетчик магнезии. Лично у меня на этом этапе она иногда и не заканчивалась. Она доходила до района 25% и все. В игре также вам будут попадаться очень часто музыкальные шкатулки. Представляет она собой то, что вы должны в правильном порядке ударить римлян определенного цвета. Вы должны быть предельно аккуратны, бить строго в том порядке, который у вас на экране. Удар лишний или не по тому цвету, начинать сначала. Также в игре будут встречаться задания по типу дартса. Забейте определенное количество или определенный цвет римлян в нужную вам мишень. В некоторых местах вам будут встречаться платформы, выполненные в стиле «Грек несет груз». Вы ими двигаете как хотите, но если вы будете стоять очень долго рядом с такой платформой, она убежит от вас в противоположную сторону. Сложное решение выстраивания таких платформ появится только под конец игры. Есть еще платформы, на которых нужно совершать двойной прыжок, чтобы забраться выше уровня или открыть дверь. Они фиксированные. Чуть не забыл, при переходе из одной локации в другую в некоторых заскриптованных местах будет появляться Центурион, которого нужно в срочном порядке победить до того, как он поднимет тревогу и на помощь ему придут римляне. К сожалению, когда вы проходите эти сегменты в первый раз, боли не избежать, потому что они заскриптованы. В последующие разы вы можете проигнорировать только бой первой локации, где вы впервые с ним сталкиваетесь. Достаточно не попасться в поле зрения Центуриона и пройти в другую локацию. Как я говорил ранее, победить Центуриона до того, как он поднимет тревогу, возможно. Нужно просто соблюдать тайминг. За победу вам дадут 20 шлемов. Всего таких локаций 2. Дважды в игре вам достанется шанс поучаствовать в гонках на колесницах. Первый раз вам нужно за короткое время избить 30 римлян, чтобы упрячь самодельную колесницу и догнать доктора Мабуса. А второй, когда дойдете до конца, встать на самую высокую платформу и открыть главные ворота и выйти 1 на 1 с Брутом. По поводу голубей. В игре отдельно от основной линии есть соревнования в мини-играх, которые доступны разом, кроме колесницы. Вы можете играть как против компьютера, так и против второго игрока. Вот тут-то вам и пригодятся голуби. Чем больше голубей вы освободите, тем больше персонажей вы можете выбрать для соревнований. Кстати, характеристики их одинаковые для всех, в том числе и в сюжете. Игре все равно, проходите ли вы испытания за Астерикса или Лавсторикса, или Обеликса, но только один раз. Забавно то, что в фанатской вики упоминается, что если вы играете за 2 игроков, и время от времени, когда один игрок будет действовать, а второй нет, откроется ритм игры для второго, не действующего игрока, который может набрать некоторое количество шлемов. К сожалению, застать данную ритм игру у меня никогда не получалось, однако я знаю, что она присутствует, ибо есть мини-видео с данной ритм игрой в файлах. В среднем игра проходит за 4 часа. За 3, если пройти идеально, то есть ни разу не умерев, ни разу не совершив ошибки, нигде не накосячив, соблюдая тайминг. Максимум, который вы можете выжить без подготовки, 2 часа и 30 минут. Спидранеры тут делятся на 2 категории – Any% и 100%. По данным, которые я нашел в сети, в среднем Any% уходит до 10 минут с округлением, а на 100% – час и 50 минут. Опять-таки, есть люди, которые пробегают за меньшее количество времени. Я решил попробовать пройти игру на Any% и застрял, когда пытался протиснуть Астерикса в VIP-зону. Хоть я и не спидранер, и уж тем более не фанат проходить игры досконально, эта игра была моя первой, которую я прошел от начала и до конца.
и поэтому попробовал себя в этом деле, но я не хочу продолжать. Графика в этой игре мультяшная, поэтому трудно оценить, насколько она устарела. Единственное, что бросается в глаза — низкая по качеству текстуры, по типу травы и низкополигональные 3D персонажи. Не берем в расчет тонких персонажей. В сети есть мод на улучшение графики, но мне он не особо понравился. Этой игре и не нужно никакое улучшение. Ну и еще, в игре можно купить ролики за накопленные шлемы. Они того не стоят, если вы не фанат фильма или игры. Подведем итоги. Стоит ли играть в данную игру в 2024 году? Спорно. Несмотря на всю любовь к этой игре, кому-то из вас она может показаться скучной и неинтересной. А как для фаната Астерикса или как для фаната серии XXL, да, однозначно. Моя оценка этой игре 7 из 10. На этом я заканчиваю обзор на данную игру. Пишите, какие игры про Астерикса и его друга Обеликса вы знаете или играли. Также предложите подходящую для этого канала тему в комментариях. Не прощаюсь. Увидимся.